Всем доброго времени суток, с вами Нампи. Скоро в закрытый бета-тест выходит New World, и я решил сделать обзор на игру в том виде, в котором она сейчас есть, чтобы у вас было представление о New World и чтобы ваши ожидания не оказались вашими проблемами. Всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, еще и приятного аппетита. New World – это MMORPG игра, которая изначально была выживалкой. Но в процессе разработки компании Amazon Game Studio, они же разработчики New World, поменяли концепцию и, на мой взгляд, правильно сделали. Так как уже на тот момент игра была больше похожа на MMO, нежели чем на Survival. Игра нас переносит в эпоху колониальной Америки на таинственный остров Этиорнум, который поражен древним злом, питающий свою силу из магического ресурса азота. Вы, как колонизатор, далеко не первый, кто пытаетесь поселиться здесь. Все предыдущие попытки ваших предшественников обернулись провалом. Бывшие жители поселений и гарнизоны фортов пали под натиском древней магии, пополнив ряды ее адептов. Так что на острове вы встретите как бывших колонизаторов, так и древних животных с мистическими тварями, разделенных на разные фракции. Так как New World переносит нас в колониальную Америку, тут нет привычных для корейских и не только корейских MMORPG рас и классов. Все мы будем играть за людей, а наш класс определяется оружием, которое находится у нас в руке, прокачанными характеристиками и видами умений, которые мы с вами освоили в процессе игры. На текущий момент в игре насчитывается 11 видов оружия, и каждый имеет две ветки прокачки умений и способностей, рассчитанные на разный геймплей. Но вы сможете комбинировать эти ветки как вам угодно. Виды оружия прокачиваются отдельно от основного уровня вашего персонажа. Для прокачки вам необходимо использовать это оружие в бою. Это наносить урон, либо хилить, либо бафать и так далее. Урон каждого вида оружия зависит от ваших базовых показателей характеристик, которые вы прокачиваете в процессе повышения вашего основного уровня персонажа. Например, уровень боевого молота зависит напрямую от характеристики силы. Лук зависит от ловкости, а магический посох от интеллекта. Также на показатели урона влияет уровень гирскора оружия, тир оружия, в игре их 5 тиров, редкости и установленных перок в этом оружии. Список всех видов оружия и их скиллов и от каких характеристик зависит их урон вы можете посмотреть на сайте New World Fans. Там же вы сможете составить свои билды или воспользоваться готовыми. Сайт на русском языке, полностью локализованы все скиллы и есть калькулятор умений. Но вы должны понимать, что сайт еще сырой, но к закрытому бета-тесту разработчики обещали его доработать. Ссылка на New World Fans есть в описании под видео, пользуйтесь. Сразу хочу сказать, что билд собирайте под особенности боевой системы. В New World полная и честная бестаргетная система, то есть таргет не прилипает, и если вы промахнулись, то вы промахнулись. Прямо как в шутерах. Даже выстрел из лука имеет баллистику, стрела постепенно падает. Персонаж управляется кнопками WASD, а мышка это ваш прицел. Также вы можете ставить блоки. У вас для этого есть стамина. И осуществлять перекаты. В момент получения урона вы замедляетесь, так что убежать и поводить парики в игре будет достаточно сложно. Продолжу тему оружия и классов. В быстром доступе у нас, у игроков, есть два вида оружия, которые мы можем оперативно менять в любой момент. Это означает, что во время боя мы можем спокойно менять свой класс. Например, с танка в хиллера, с рейндж ДД в мили ДД и так далее. Все зависит от нашей с вами фантазии. Но нужно опять же понимать, что урон зависит от характеристик, которые мы прокачали. И если мы все максили в силу, то одев магический посох огня, урон с него будет небольшим. Поэтому нужно готовить свой билд перед походом, где он вам пригодится. Почему я говорю планировать и готовить? Потому что вы в городе можете всегда сбросить очки своих базовых характеристик и перекинуть их в нужные вам под определенный билд, который вы хотите использовать. Например, в данжах вам может потребоваться один билд, в гринде мобов другой, а на массовых PvP третий. Максить какую-то одну характеристику тоже очень важно, так как каждые 50 очков одной характеристики дают вашему персонажу дополнительные бонусы как в PvE, так и в PvP. Например, если у вас 100 силы, то ваши тяжелые атаки будут наносить на 10% больше урона. А если у вас 50 ловкости, то вы получите дополнительно 5% бонуса к силе крита. Список всех бонусов есть в нашем дискорде, ссылка на него также есть в описании под роликом. Отдельное внимание хочу заострить на экипировку, она делится на Light, Medium и Heavy. Каждый этот тип дает свои бонусы. Например, если вы бегаете в Light, у вас на 20% повышен урон, а если вы бегаете в Heavy, то у вас очень хороший резисты к стану, замедлению и так далее. Поэтому тип тоже нужно подбирать под свой билд, в котором вы планируете играть, на том или ином мероприятии. Как я уже говорил чуть ранее, экипировка в MMO New World – это оружие, броня, бижутерия, предметы для добычи ресурсов, о которых мы говорим чуть позже, имеет редкость. Uncommon, Common, Rare, Epic и Legendary.
Более редкое, разумеется, обладает более лучшими показателями гирскора, но самое главное, оно имеет больше перков. Перки – это бонусы. Например, Uncommon не имеет перок, когда как легендарки имеют 4 перки. Каждый уровень редкости добавляет одну перку. Дополнительно есть еще и прочность. То есть ваш предмет может сломаться и его необходимо будет починить. Для починки используются ремкомплекты, которые можно крафтить и покупать на рынке у других игроков. Для крафта ремкомплекта необходимы материалы, которые получаются путем разбора ненужных вещей. Например, выбили вы какое-то оружие, понимаете, что оно вам не нужно, разобрали на предметы для ремкомплекта. Экипировки в игре очень много. Где-то она может совпадать по перкам, геру, но каждая вещь отличается визуально, и вам не составит труда собрать для себя хороший скин персонажа игровым путем. Лично мне это очень импонирует, так как каждый игрок может подчеркнуть свою индивидуальность, и в игре редко я могу встретить своего брата-близнеца, который будет бегать со мной в одинаковом шмоте. По крайней мере на максимальном уровне. Но до максимального уровня необходимо еще докачаться. Прокачка в MMO New World очень разнообразна. Вы можете проходить квесты, ходить в данжи, гриндить мобов и даже получать опыт за исследование мира. Давайте мы на этом поподробнее остановимся и поговорим о каждом пункте. Начнем с гринда мобов. Как я уже говорил ранее, в MMO New World реализована полноценная бестаргетная система. Персонаж управляется кнопками в общем как в шутере, и мобы здесь также сильные как в шутере. Разработчики им очень хорошо проработали ИИ, он же искусственный интеллект. Мобы мансят, ставят блоки, используют скиллы, где это уместно. Поэтому в соло в New World качаться достаточно тяжело. Если до 30 уровня проблем в целом у вас не возникает, так как мобы еще слабые, то начиная с 30 уровня вы будете испытывать некий дискомфорт, если будете фармить самостоятельно без сопартийцев. Почти с каждым мобом у вас будет непростое сражение, а если на вас агрится большая группа мобов, то бежать вам придется долго, ну или пасть смертью храбро. Игра очень социально зависимая в этом плане. Также хочу сразу сказать, что в игре нет открытого PvP и системы ПК. PvP здесь осознанно, и если вы любите драться с другими игроками, вам придется заранее в городе включать PvP режим. Поэтому в принципе в гринде мобов вам мешать никто не будет. Лут здесь у каждого свой. Когда вы с кем-то убиваете мобов, каждый из вас получает лут. Поэтому делить на гринде мобов здесь тоже нечего. Каждому из вас определенной долей вероятности может упасть пушка, шмотка и, разумеется, золото. Следующий способ прокачки – это прокачка на PvP. Да, вы не ослышались. Когда вы включаете PvP режим и убиваете другого игрока в этом режиме, вы получаете опыт, а с небольшой вероятностью вам даже может упасть предмет экипировки. Но сразу хочу сказать, игрок при смерти ничего не теряет, вещь, можно сказать, рисуется. Количество опыта и шанс выпадения шмота зависит от того, как долго убитый вами игрок был живым вне города с включенным PvP режимом. Следующий способ – это прокачка на разломах. На территории с определенной долей вероятностью появляются разломы скверны, которые необходимо закрывать. Из этих разломов лезут мобы. Сила мобов зависит от уровня разлома. Чем выше уровень разлома, тем соответственно сильнее мобы. Разломы первого уровня игрок может закрыть самостоятельно, а вот для закрытия разлома последнего уровня потребуется хорошо организованная группа игроков и возможно даже не одна. Для закрытия разлома вам потребуется специальный посох азота, который вы можете получить по квесту. Как только разлом будет закрыт, вы получите сундучок, в котором вас будет ждать хорошая награда. Ранее это был самый профитный способ прокачки, но с каждым патчем разработчики MMO New World все больше и больше усложняют разломы и режут в них опыт. Следующий способ – это прохождение экспедиции. Экспедициями здесь называют данжи. На текущий момент в игре добавлено 6 экспедиций. Первая экспедиция доступна на 25 уровне, зайти в принципе в нее можно и раньше, но 25 – это просто рекомендуемый уровень. Две экспедиции доступны на 60 уровне, это эндгеймовые экспедиции. Ну и 3 оставшиеся экспедиции вас будут сопровождать в промежутке от 25 до 60 уровня. Данжи партийные, вам потребуется для прохождения минимум 3 игрока, а рекомендуемая группа составляет 5 человек. Экспедиции сложные, среднее время прохождения занимает в районе 45 минут, при условии, что ваша группа достаточно хорошо одета. В данжах вашу группу будут поджидать различные головоломки, которые в любом случае потребуется решать. Сундуки с всевозможными плюшками, лоровые записки, с них, кстати, тоже идет опыт, много сильных мобов, а также редкие ресурсы, ну и в конце вас будут поджидать 2 босса. В данжах падают именные предметы экипировки, которые можно получить только в этих данжах. Если вам выпадает оружие, то в нем будет перк на повышение ПВЕ урона против фракции мобов, к которой относится этот данж. А если выпадает броня, то будет перк на защиту от этой фракции мобов. Для повышения лута вам придется с собой носить некий тюнинг орб, на крафт которого наложен недельный лимит. Следующий способ, но он редкий и можно сказать даже рандомный, это Invasion, вторжение.
Вторжения открыты для всех, кто выше 50 уровня, но вы должны зарегистрироваться на них и надеяться, что вас выберут случайным образом до начала мероприятия. Участвовать могут только 50 игроков, причем 10 из них выбираются губернатором территории. Вторжение происходит, когда скверна становится слишком сильной на территории, примерно каждые 4 дня. И в этот момент мобы фракции Corrupted будут осаждать форт. Если форт падет, поселение потеряет улучшения, такие как станции крафта или улучшения форта. Во время вторжения вас будут ожидать 8 волн врагов с различными навыками и даже встречи с боссами. Игроки должны будут помешать им проникнуть в ворота и уничтожить форт. Для этого они смогут использовать ряд предметов, которые они могут купить за боевые жетоны на этапе подготовки к осаде, а также осадное орудие форта. Следующий способ прокачки – это квесты. В MMO New World есть несколько видов квестов. Основная сюжетная линия – это обязательные квесты для прохождения, которые будут сопровождать вас с 1 по 60 уровень. За их выполнение вы будете получать очень много XP, но сразу скажу, что этого все равно будет недостаточно, чтобы апать уровень только на этих квестах. В любом случае вам потребуется комбинировать способы прокачки. Городские проекты – это простые квесты в основном на добычу ресурсов. С них вы получаете немного XP и золота. Выполнять данные квесты необходимо для прокачки станков в поселении. Фракционные квесты. В New World есть 3 фракции – Ковенант, Синдикант и Мародеры. Отличие у них только во внешке NPC и внешке предметов в продаваемом фракционном магазине. Квесты делятся на PvE и PvP. За PvE квесты вы получаете мало XP и мало фракционной валюты, за которую вы можете покупать предметы экипировки во фракционном магазине. За PvP квесты вы получаете приличное количество опыта, фракционной валюты, а также приносите в копилку вашей фракции очки влияния на той территории, где вы брали квест. Но об этом мы поговорим чуть позже. Сложность PvP квеста заключается в том, что когда вы берете такой квест, у вас автоматически включается PvP режим, и соответственно вы становитесь мишенью для игроков других фракций, у которых также активирован PvP режим. Если вы не успели сдать квест и вас убивают, квест считается провальным. Точки выполнения PvP квестов на каждой территории фиксированы, и искусственный интеллект New World работает таким образом, что вам назначается та точка, куда недавно были отправлены с PvP квестом игроки другой фракции, чтобы была сильная вероятность столкновения. Как вы уже поняли, мы плавно перешли к PvP активностям New World, а здесь их достаточно много, потому что в игре реализован сценарий, когда PvE идет ради PvP. Вы фармите, качаетесь ради того, чтобы драться, так как 90% всех PvP активностей реализовано как раз ближе к капу вашего уровня. На текущий момент кап составляет 60 уровень. Начнем, пожалуй, с фундаментальной механики. Как говорил я ранее, в игре есть 3 фракции, которые воюют между собой за территории. Фракции отличаются лишь духом, цветом и скинами фракционного магазина. Игроки должны выбрать фракцию на 12 уровне. Если они этого не сделают, то потеряют большую часть контента. Во фракциях состоят компании. Компании — это гильдии, кланы, семьи, в разных играх их по-разному называли. В New World это компании, и нужно к этому привыкнуть. В одной компании может состоять до 100 игроков одной фракции. То есть, если вы со знакомым играете за разные фракции, то вы не сможете вместе играть в одной компании. В пати вы можете играть вместе, но состоять в одной компании нет. Пати, кстати, здесь рассчитаны на 5 человек. Если компания PvP активна, то есть игроки, стоящие в ней, выполняют PvP квеста, то компания может подать заявку на участие в войне и попытаться захватить форт у компании другой фракции, которой принадлежит данный форт. Если компания побеждает в войне, то вместе с фортом ей во владение переходит и поселение, к которому относится данный форт. Лидер компании будет уже считаться губернатором в этом поселении и получит право устанавливать налоги, как на торговлю между игроками, так и на использование крафтовых станков, покупку домов и так далее. Но в свою очередь он оплачивает содержание поселения с этого налога. Деньги содержания уходят во фракцию, то есть по факту это уничтожение золота из игры, чтобы поддерживать экономику и не перенасытить им игру. Все члены фракции, которые относятся к данной компании, получают на этой территории хорошие бонусы, а также имеют возможность объединить склады между городами своей фракции и очень дешево телепортироваться из города в город. Сменить фракцию возможно только раз в 4 месяца, и то сменить вы можете только на более слабую фракцию. Компаний во фракции может быть много, но участие в войне за одну территорию единомоментно принимает только одна. Как же она выбирается? По защищающей стороне все понятно. Участвует та компания, которой принадлежит поселение. А вот по выбору атакующей стороны есть небольшие заморочки, но все на самом деле просто. Если ваша компания принесла в копилку фракции более 10% очков влияния на территории, то вы можете подать заявку на участие в войне. Но большая вероятность быть выбранным будет у той компании, кто больше всего принес очков влияния в копилку фракции. Эти очки влияния начисляются компании и, разумеется, фракции за выполнение PvP квестов на той территории, которую она хочет захватить.
То есть члены вашей компании должны выполнять PvP-квесты на той территории, на которой вы хотите захватить. Как вы понимаете, это невыгодно другой фракции, а тем более текущему владельцу, и они будут всячески мешать. А ранее я вам уже сказал, что квест считается выполненным только в том случае, если при его выполнении вы не погибли. Поэтому для выполнения PvP-квестов рекомендую собирать группу игроков. Теперь давайте поговорим немножко про саму войну. Война, она же осада, длится 1 час, и принять в ней участие может только по 50 человек с каждой стороны, то есть PvP 50 на 50. Если вы на осаду не можете собрать 50 человек, то вы можете пригласить других игроков не из вашей компании. Эти игроки будут считаться наемниками и должны будут заранее, то есть до начала войны, зарегистрироваться как наемники на эту войну. На этой войне атакующей стороне необходимо будет захватить 3 клайма, разбить ворота и захватить главный клайм. А защищающей, разумеется, нельзя дать атакующей стороне этого сделать. Более того, клаймы нельзя перезахватывать обратно. Каждой стране доступно осадное орудие, которое они могут применять. Если вам интересна тема войны, я могу вам выпустить отдельный ролик на эту тему, поэтому пишите об этом в комментариях, чтобы я был в курсе. Следующая PvP активность — это Outpost Rush. Независимо от того, предпочитаете ли вы PvE или PvP, Outpost Rush — это битва 20 на 20, в которой команды должны координироваться и сбалансировать свое время, собирая ресурсы, создавая свои аванпосты, захватывая цели и побеждая вражеских игроков. Игроки 60 уровня могут прыгнуть в Outpost Rush в одиночку или группы до 5 игроков. Каждая команда стартует в своем собственном форте на противоположных сторонах карты. Между двумя фортами вы найдете 3 аванпоста — Луна, Соль и Астра. Каждый аванпост можно захватить, стоя внутри его точки захвата. Вы получаете очки за удержание аванпостов и убийство вражеских игроков. Аванпосты дают 1 очко каждые 3 секунды, а PvP-убийства стоят 1 очко. Побеждает первая команда, набравшая 1000 очков. Хотя правила ведения боя просты, в каждом матче Outpost Rush есть несколько компонентов, которые могут вам обеспечить победу. Собирайте ресурсы, древесину, руды, шкуры и саму сущность азота, чтобы помочь делу вашей команде. Ресурсы могут укрепить ваши аванпосты, так что захватывайте все, что найдете. Каждый аванпост по умолчанию имеет следующие структуры, которые могут использоваться командой управления. Это оружейный склад, позволит игрокам тратить боевые жетоны, заработанные в матче, на покупку боеприпасов, зелий, предметов, помогающих в обороне и нападении, а также сильных бафов. Игроки могут использовать склады для хранения, чтобы делиться наполненными материалами и азотом со своей командой. Это также отличное место для хранения ресурсов, чтобы они не выпадали для вражеской команды, если вы падаете в бою. Как только аванпост будет захвачен, команда может собрать материалы, пропитанные азотом, для строительства и модернизации следующих сооружений. Все эти сооружения могут быть разрушены вражеской командой, поэтому каждой команде нужно будет сохранять бдительность, чтобы их сооружения были отремонтированы. Ворота можно модернизировать дважды, с каждым разом они становятся сильнее. Защитные чары предотвращают захват аванпоста и обеспечивают место возрождения для команды, которой принадлежит аванпост. Различные типы осадных орудий могут быть построены на крепостных валах в каждом форпосте. Командный пункт обеспечивает вашу команду увеличенным уроном, броней и постоянным потоком боевых жетонов. Это здание может быть модернизировано дважды, чтобы усилить эффект. Цели. Есть несколько целей, расположенные по всей карте. Это баронесса Хейн, появляется каждые 10 минут. Команда, нанесшая смертельный удар, получит сильный баф, который увеличит их регенерацию, здоровье и защиту в течение следующих 3 минут. В то же время счет противника будет заморожен, что помешает ему набрать какое-либо количество очков в течение этих 3 минут. Поврежденный портал – это портал, охраняемый поврежденными существами. Команды могут внести эссенцию азота в портал, и когда одна команда внесла 500 эссенций азота, она активируется. Игроку, внесшему окончательный депозит, предоставляется предмет для вызова могущественного союзника. Эта каменная платформа расположена в различных ключевых местах на карте. Там любой игрок, имеющий предмет призыва, может призвать чудовищного союзника, который будет защищать это место от вражеских игроков. Огневые точки башен и оборонительные сооружения, которые можно найти в каждом форте и на аванпостах Астра и Луна. Следующая PvP активность – это фракционные точки контроля. Если Outpost Rush и войны проходят в инстовых зонах, то данное мероприятие проводится в открытом мире на территории форта. Для захода на данную территорию требуется активировать PvP режим. У фортов будет контрольная точка, за которой игроки будут сражаться. Если во фракции внутри контрольной точки больше игроков, чем в любой другой фракции, эта фракция начнет медленно захватывать контрольную точку. Чем больше игроков у этой фракции внутри контрольной точки, тем быстрее они ее захватят. Статус каждого форта виден на карте мира, так что каждый сможет видеть, какие фракции претендовали на форты, а какие форты в настоящее время оспариваются. Когда соперничающие фракции атакуют контрольную точку, сообщения по всему региону будут предупреждать игроков о том, что местоположение оспаривается,
и привлекать дополнительное внимание к этому местоположению. Контрольные точки будут доступны для участия в конкурсе сразу же после того, как другая компания заявит свои права на эту территорию. Контрольные точки будут неактивны только до и после войны и вторжений. Награды за контрольные точки фракции имеют долгосрочную ценность и контролируют определенные места, чтобы получать бафы, характеристики для этого места. Контрольные точки не дают немедленных вознаграждений, но вместо этого предоставляют членам фракции увеличение на 5% для получаемого опыта и увеличение на 20% для получения влияния на этой территории. Кроме того, каждое местоположение форта имеет уникальный глобальный баф для своей фракции, такой как на снижение конкретных налогов или снижение затрат на азот для быстрого путешествия. В MMO New World также предусмотрены дуэли, как 1 на 1, так и группа на группу. При этом вы можете проводить дуэли даже с игроками внутри своей фракции. Не стоит недооценивать дуэли, так как PvP-турниры, которые будут организовывать стримеры, контент-мейкеры, как раз будут проходить через дуэли. Я, кстати, тоже планирую заняться организацией турниров по New World в формате лиги выходного дня, где каждый игрок сможет побороться за приз, возможно даже денежный. Первый турнир уже планирую провести в последние дни закрытого бета-теста. Так что следите за новостями в Дискорде и Телеграме. Ну а если хотите помочь в организации турнира, либо возможно проспонсировать призовой фонд, то пишите, буду рад помощи. Но, как говорится, для любой победы в PvP, помимо прямых рук, требуется и хорошее мундирование. Можно даже сказать лучше. А все лучшее в New World достигается с помощью крафта. Честно скажу, я еще не встречал игру настолько замороченную крафтом, причем этот крафт со временем не теряет свою актуальность. Если, конечно, разработчики ничего не поломают над своими новыми нововведениями. Итак, в New World есть 4 крафтовые профессии. Это сбор, рыбалка, переработка и крафт конечных изделий. У каждой этой профессии есть свои специализации. Например, у сбора есть специализации майнинг, скиннинг, логинг и харвестинг. А у крафта виапа свиминг, это крафт мили оружия, арморинг, крафт доспехов, джевелинг крафт, инжиниринг. Инжиниринг это крафт рейндж оружия, аркана это крафт банок и магического оружия, кукинг, крафт бафов и фёниншинг, крафт трофеев для дома. Как вы понимаете, специализаций очень много, и каждая специализация имеет свой левел прокачки, который повышается каждый раз, когда вы используете данную специализацию. Например, собираете растения, перерабатываете кожу или крафтите предмет. Предлагаю детально остановиться на крафте. Навыки крафта позволяют создавать расходные материалы, такие как аркана и кулинария, повышают эффективность использования ресурсов. Например, как начинающий арканист, создающий целебные настойки, создает их в соотношении 1 к 1, в то время как продвинутый арканист имеет шанс получить дополнительные целебные настойки. Поначалу это может показаться немного, но когда вы начнете изготавливать в большом количестве, вы можете увидеть эффективность, превышающую 30%. Чем лучше вы станете в создании мундирования, тем лучше будет обмундирование. По мере развития навыка крафта, который создает снаряжение с масштабируемым счетом снаряжения, например, оружие или доспехи, общий потенциальный результат оценки снаряжений начинает увеличиваться. Например, как начинающий оружейник, ваши железные мечты будут относительно небольшими по своим результатам, с диапазоном 200-210 гирскоров по снаряжению. По мере увеличения вашего навыка изготовления оружия, этот диапазон будет также увеличиваться, и в конечном итоге минимальный гирскор снаряжения для созданных предметов также начнет увеличиваться. Более опытные оружейники смогут создавать оружие более низкого уровня, которое будет более мощное, чем оружие более высокого уровня, изготовленное кузнецом более низкого уровня. Как только вы начнете открывать оружие из стали или более высокого уровня, вы снова начнете с того же низкого диапазона 300-310, 400-410 и так далее. По мере того, как ваши навыки будут продолжать расти, он будет расти так же, как и предыдущий уровень оружия до него. В конце концов, вы сможете создавать оружие более низкого уровня, которое будет соперничать с оружием более высокого уровня менее квалифицированных оружейников. Например, опытный оружейник может изготовить железный меч, который немного мощнее обычного стального меча, что может оказать большую помощь, когда дело доходит до подготовки ваших друзей и союзников более низкого уровня. В любое время вы создаете какое-либо обмундирование. У него есть небольшой шанс получить одно или несколько преимуществ в процессе создания. Иногда вы даже можете получить предмет с гнездом для драгоценного камня. Эти результаты случайны, но в процессе создания есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы получить некоторый контроль над таким результатом. Вы можете увеличить свои шансы для получения предмета с гнездом для драгоценных камней, увеличив количество основного ресурса этого предмета, используемого в ремесле. Например, если вы хотите, чтобы стальной меч имел высокую вероятность попадания в слот для драгоценных камней, вам необходимо использовать больше стали при его создании. Здесь нет гарантированных результатов, но вы можете использовать шанс от низкого до высокого уровня с достаточным количеством ресурсов. Количество и уровень льгот, которые вы можете получить предметом, регулируется азотом. Вы можете использовать азот во время крафта, чтобы увеличить свои шансы на получение предмета с дополнительными привилегиями.
Вы также можете добавить специальные модификаторы в свое ремесло. Модификаторы крафта позволяют применять к предмету определенные типы перок. Например, во время исследований вы можете наткнуться на мощный волшебный цветок, называемый, например, драконьей историей. Драконья история – это богатый источник огненных эссенций, который является важным предметом для изготовления, которые используют арканисты при создании огненных посохов. Когда вы собираете драконью лору, у вас есть небольшой шанс успешно собрать стебель драконьей лоры, который можно будет использовать для создания оружия с воспламенным перком, который придаст оружию свойство наносить дополнительный урон огнем при каждом ударе. Хотя вы не можете контролировать общий результат элемента, вы можете гарантировать, что один перк, который вы хотите получить на элементе, есть. Существует большое разнообразие модификаторов для крафта. Они, как правило, редки и поступают из широкого спектра источников. У всего от деревьев, валунов до определенного типа существ есть небольшой шанс сбросить модификатор крафта. Объедините максимальное количество азота с модификатором крафта, чтобы получить наиболее мощный результат при крафте. И давайте поговорим о крафте мебели, который вы сможете установить в ваш дом. Мебель работает немного иначе, чем другие ремесленные навыки. Для разработчиков MMO New World важно было максимально увеличить разнообразие предметов мебели, которые можно изготовить. Но они не хотят, чтобы существовал огромный барьер для игроков, которые просто хотят украсить свой дом. В результате декоративные элементы могут быть изготовлены с низкого уровня мебелировки. Кроме того, мебельщики также могут изготовить различные трофеи и предметы хранения для домов. Домашние трофеи дают пассивные бонусы для PvP и PvE. Об этом мы поговорим минуткой позже. В каждом доме может быть несколько сундуков для хранения вещей. Добавление сундука для хранения в ваш дом увеличит объем хранилища для поселения в этом доме. Рецепты для трофеев и хранения разблокируются по мере развития вашего навыка мебелировки, но также определенные рецепты вам потребуется искать в открытом мире Eternum. Как вы видите, в New World очень много заморочек в крафте, и вы можете прокачивать все, но сколько времени это у вас займет. Поэтому я рекомендую вам объединиться с друзьями и разделить обязанности. По крайней мере, так быстрее вы достигнете результата, а результат это готовые конечные изделия высокого гирскора. Так как мы уже затронули тему домов, то давайте мы ее и продолжим. В MMO New World игроки могут покупать дома и их украшать. Они также могут приобретать трофеи и устанавливать их на стенах своего дома, чтобы получать бонусы, которые могут помочь им в PvE. Кстати, кто планирует приобрести игру New World в версии Deluxe, там одним из бонусов является домашнее животное для вашего игрового дома. Вы можете купить дом на 20 уровне, а другой на 40 и 60 уровнях. Существует налог на имущество, который уплачивается компанией, управляющей поселением. Если вы не заплатите налог, некоторые функции дома будут отключены. Жилье предоставляется в экземплярах, причем в каждом населенном пункте имеется несколько различных типов домов. Вы можете быстро добраться до своего дома с помощью рекола, получить бафы, поместить в него определенные трофеи и посетить дома других игроков. Вы можете владеть более чем одним домом в каждом населенном пункте. Дома имеют разные функции, внешний вид и стоимость. Есть 4 тира, самый низкий из которых является самым дешевым, а самый высокий самым дорогим, и предлагает больше места для хранения мебели и более низкую скорость восстановления. Дома могут быть украшены, и ваш дом будет иметь оценку в зависимости от его отделки, чтобы конкурировать с другими владельцами жилья. Дом с наивысшим баллом будет виден в поселении, в то время как другие просто существуют в своем собственном экземпляре. Раз мы уже заговорили про украшения, то давайте поговорим и про донат, так как он в игре будет. На момент релиза разработчики MMO New World будут продавать в донат-шопе скины, краски, кресты компаний и предметы декора для дома. Все это не будет давать никаких игровых преимуществ, дополнительных статов и прочего, то, что может повлиять хоть как-то на баланс. Что в принципе очень радует. Но в 2022 году Amazon будет обсуждать возможность введения в донат-шоп бустеров, которые будут увеличивать получаемый опыт персонажа. Как они заявляют, эти предметы будут предназначены для новичков в игре, чтобы они быстрее могли докачаться до тех, кто начал играть немного ранее, и они могли быстрее войти во всю движуху на сервере. Лично я тоже не имею ничего против, а что думаете вы, напишите в комментариях. Ну и напоследок я хочу ответить на несколько часто задаваемых вопросов. Где купить игру? Игру вы можете купить как в Steam, так и на сайте Amazon. Есть две версии, стандартный и Deluxe. Отличие в сумме незначительное, так же как и в содержимом. Deluxe, в отличие от стандартного издания, игроки получат несколько скинов, а также домашнего питомца. Если вы в России, я рекомендую вам приобретать игру в Steam, так как там дешевле из-за применения региональных цен. Как в других странах, честно говоря, не знаю, смотрите сами, анализируйте цены в Steam и цены на сайте Amazon. Кто локализатор и будут ли русскоязычные сервера? Локализатора нет, игру распространяет сам Amazon через свой сайт и Steam. Русскоязычных серверов тоже не будет, сейчас доступно 3 региона, это Штаты, Азия и Европа.
На каждом регионе будет несколько серверов. Год назад на превью-ивенте только на Европе было более 12 серверов с онлайном выше 5000. На какие сервера пойдет ру-сообщество, я вам сообщу отдельно ближе к релизу, так как там тоже есть нюансы. Есть очень крупные сильные руязычные гильдии из различных ММО. Они идут на сервер воевать как между собой, так и с крупными европейскими гильдиями. Есть другие гильдии и компании, крупные и поменьше, которые идут на другие сервера по своим определенным причинам. Если хотите следить и посмотреть, какие гильдии и кланы куда идут, заходите к нам в Discord. У нас есть раздел рекрутинга, где гильдии и консты ведут набор, а игроки ищут пать. Будет ли в игре русский язык? На релизе, а тем более на ЗБТ, русского языка не будет. Но, как говорят разработчики, они сейчас активно занимаются этим вопросом. Более того, игра не поддерживает кириллицу, поэтому общаться в чате нам придется на транслите. Но на самом деле это не такой уж и большой минус, так как в игре есть голосовой чат. Как попасть на закрытый бета-тест? Закрытый бета-тест пройдет с 20 июля по 2 августа. Для гарантированного доступа на закрытый бета-тест вам необходимо оформить предзаказ игры в Steam или на сайте Amazon. Если вы не хотите покупать игру, вы можете попытать свое счастье и подать заявку на участие в тесте на сайте игры. Но шанс того, что вы получите доступ, будет равен практически нулю, поэтому лучше оформите предзаказ. Если мне не понравится игра на закрытом бета-тесте, смогу ли я вернуть деньги? Если вы покупали игру в Steam, то вы сможете вернуть деньги за игру, даже если вы отыграли все за БТ. Деньги вернуть вы можете по причине того, что игра еще не вышла в релиз. Более того, для всех тестеров, скорее всего, будет отдельный клиент, как отдельная игра. Когда игра выйдет в релиз? Релиз игры намечен на 31 августа, скорее всего, открытие будет ближе к полуночи. Подводя итог этого ролика, я хочу вам сказать одно. Корейские ММО многим уже надоели, и у Амазона сейчас есть шанс прорвать рынок. Мне очень нравится, как они работают. Ежемесячно выпускают крупные патчи, исправляют баги, идут на контакт с аудиторией, и главное, они прислушиваются ее. Есть еще проблемы с оптимизацией, но я уверен, что до релиза они все исправят, так как раньше это работало, и они что-то сломали, введя новый контент. А это значит не в движке дело. Контента и механик в игре сейчас очень много. Я вам рассказал еще не все, поэтому будут еще ролики, а чтобы их не пропустить, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокол, чтобы получить все уведомления по игре. Ну или можете также вступить к нам в Discord и подписаться на Telegram. Начиная с закрытого бета-теста я буду проводить регулярные стримы на Твиче и с радостью буду посвящать вас в игру. Поэтому не забывайте подписаться и на Twitch, ссылка будет в описании. Всем спасибо и берегите себя.